Всем доброго времени суток! С вами я и народная медицина. Сегодня, как вы видите, я вам решила показать одно народное средство, которое действительно помогает от простуды, так же, как и детям, так и взрослым. Бывает то, что сильно простыли, сильный кашель, не отхаркивается, особенно у детей. Эта настойка называется сосновых шишек. Многие, наверное, слышали. Сегодня я покажу, как ее делать. Потому что недавно моя знакомая подружка спросила, как делать. Оказывается, многие не знают. То есть берем мы сосновые шишки. Как они выглядят? Они вот такие зеленые, то есть май по июнь они начинают зреть. Вот такие шишечки, они разных, большие, маленькие, в них смола содержится. То есть их собираем, ложим в любую банку, которую вам удобно, которая у вас есть. Я, например, от сока взяла вот стеклянную обязательно банку, то есть именно стеклянная, но не баклажки такие пластмассовые не сойдут. Сюда забиваете полностью сосновые шишки. Чем больше, тем лучше. Забили их. Также берете, можно настойку делать как и на водке, так и на спирту. Сразу говорю, я делаю настойку на спирту, потому что она лучше и больше эффект с нее происходит. То есть спирт берем медицинский, 90%, ну если есть 95%, берите ее. Также берем воду простую, то есть отстоявшуюся, то есть полдня она должна вода отстояться, просто холодная. И получается мы спирт разбавляем половина отстоявшейся холодной водой. То есть 50 на 50, ну можно чуть, 60 на 50, например, 60, как говорится, спирта и 50 воды, ничего страшного. Вот. Размешали спирт с водой, чуть-чуть, ну где-то полчаса постояла, еще пузырьки все ушли. И начинаете наливать в шишку, где находятся шишки. Причем вы заливаете полную, прям до краев. Вот, наливаете полную, все, даже осталось. Вот, залили. Берете любой целлофан, любой абсолютно. Я вот из одноразовых пакетиков. Сделайте двойную обязательно, чтобы воздух не входил и не выходил. Обязательно банка должна, крышка закручивающая быть. Не простая, а закручивающая. И плотно закручивайте. Также берем бумажку и ручку. Для чего? Пишем сегодняшнюю дату. Сейчас посмотрите, сегодня какое число. Обязательно. Так, 6 июня. 16 год. И сюда оставляете и запомните. Настойка, чем дольше стоит, тем она эффективнее. То есть должна простояться минимум 40 дней. Максимум больше 3 месяцев. Эту настойку ставите в темное, прохладное место и забываете на 3 месяца о ней. Потом, и запомните, когда вы начинаете кашлять, болеть, она поднимает иммунитет тоже хорошо. Зимой, когда быстро человек простывает, особенно дети, тоже хорошо эффективная настойка. Как ее пить, записывайте. Ее ни в коем случае нельзя пить холодной. Если вы ее выпьете холодной, вы еще хуже заболеете. Берете чайник, ставите. Чайник закипел. Как чай собираетесь, закипел чайник. Наливаете в кружку. Туда берете столовую ложечку. Чуть-чуть кипятка подержали в столовую ложку. Чуть набрали вот это кипятка воды. И капаете, сколько вам лет. Например, вам 20 лет, вы 20 капель капаете и залпом кипяток прям горячий выпиваете. То есть она проходит, и вы сразу почувствуете теплоту, и она отхаркивающая. То есть легкие ваши она чистит. Пьете 3 раза в день. Так, утром, обед, вечером. Можно перед едой, можно после еды.
Но после того, как выпили настойку, нельзя около часа не пить, не кушать. Так же, как настойку дается для детей. У меня дочка 2 годика, как я ей даю настойку. Также кипятки, ложечку. Я понимаю, это проблемно дать, тем более горячую для ребенка. Ну а что сделать? Берете ложечку, кипятки, то есть держите, чуть-чуть воды набирайте. То есть ей 2 года, но я ей 5 капель даю. 5 капель капаю, разболтайте настойку, 5 капель капаете. И сразу давайте в рот выпивает. Ничего страшного, выпивает, и им легче, то есть отхаркивающее идет средство, и легкие бывают чистые потом. Потому что, сами знаете, у детей это проблема, они начинают болеть сильно, не долечились, и сироп, у моей на сироп аллергия, то есть сиропы не помогают, некоторые высыпается ребенок, также и взрослым применять. И самое главное, народное средство, у нее нет противопоказаний, если вы делаете все правильно. Итак, с вами была я и народная медицина. Увидимся.